Когда вы находите очень хорошую игру, то вы в основном постарались максимально прочесать всю игру. Потом идете в интернет и начинаете в поисковик писать название вашей любимой игры. Видите контент-креаторов, вики и так далее. Но чем дальше вы погружаетесь, тем сильнее понимаете, что вошли в игру поздно. Ведь раньше она совсем по-другому выглядела. Именно с такой фразы я и решил начать это видео. Ведь это то самое видео, которое вы просили меня сделать. Да и я сам хотел. Вот только решил эту идею расширить. Мы не просто будем говорить о Lost Media, а в целом о прошлом. Поэтому покрепче садитесь. И сейчас мы будем использовать машину времени, чтобы посмотреть, как раньше выглядела игра. По идее, сейчас я должен рассказывать про игру, но я не буду этого делать. И перед тем, как обсуждать прошлое, нужно обсудить, что было до. Поэтому начнем с аниме. Первая игра создателя ТБР. Игра была сделана 14 января 2022 года, и последнее обновление было практически через месяц. Ну что ж, погнали заходить в нее. В начальном меню видно столик, вентилятор и кнопки. Тут есть бестиарий, который я буду рассказывать по ходу. Нам больше интересна эта кнопка, поэтому на нее жмем. Здесь начинается сюжет. Мы появляемся в спальне. Главный герой не понимает, где он. Он слышит музыку, видит Икею, а дальше... Come back, Shane! My name's not Shane, kid. На самом деле я над вами прикалываюсь. Сюжета вообще нет. Но вы скажете: стоять, турист. Сюжета нет, но может лор есть. Да лора-то особо и нет. Но тем не менее игра выглядит интересной. И не обязательно иметь сюжет. Здесь больше держится на атмосфере. А вот она здесь точно есть. В таком особом помещении можно найти 5 проходов, которые ведут в различные уровни. Давайте сначала спустимся в Икею. С виду обычный магазин. Он даже не бесконечный, как SCP-3008. Но это не значит, что уровень 0.5 безопасный. На нем вы можете встретить работников. Сущность 4. Гуманоидные создания с дыркой на лице. Их главная задача поймать нас любыми способами, чтобы обратно отправить на уровень 0. Но правда у них это очень плохо получается. Основная локация имеет главную дверь, через которую естественно мы не можем пройти. Неподалеку есть дверь на замке и вход в склад. А вот тут уже поинтереснее, ведь на нем есть выход. Только он вам не понравится, и благодаря нему вы легко попадете в ад. Он под наркотиками. Он под наркотиками. Какими наркотиками? Ладно, бояться не надо. Уровень 333. Кирпичный лабиринт, наполненный речными воспоминаниями. Помните, я сказал, что бояться не надо? Так и есть. Но это не отменяет тот факт, что этот уровень небезопасный. На нем вы можете встретить культистов, или точнее, речных воспоминаний. Чего, блядь? Да, фраза «наполненными речными воспоминаниями». Я имел в виду сущности, а не воспоминания главного героя. Сущность 1. Описание гласит: Будьте осторожны, двигаясь по воде, в ней плавают сущности в дождевиках, готовы утянуть вас за ноги на дно озера. эта фраза потом раскроется. А пока что, вам нужно знать, что если они коснутся, То тебе каюк. но благо мы быстрее. Единственная соль здесь это сам лабиринт. Из-за стенок может быть сложно обходить их, но благо нам это и не нужно. Ведь если вы знаете выход, а это по сути идти по левой стороне со спавна, то мы их даже и не встретим. А выход находится вот в таком здании. Идете налево и получаете концовку. Если что, концовок здесь очень много. И они сделаны в стиле тех видео на ютубе, где люди придумывают свои концовки за кулисью. Ну а на этом все. Других выходов я не нашел. А из интересного здесь ванная, раковина и свалка кирпичей. Вот давайте вернемся на уровень 0.5. Ведь если вы меня внимательно слушали, то помните, что есть дверь с замком. А если так, то значит есть и ключик. Ключ можно найти на складе. Берем и бежим к той двери. Затем проходом мы лишь видим помещение, как будто оно недоделано. Но это не главное. Главное это выход. И на ней получаем концовку. Но это фальшивая концовка, ведь после закрытия иконки нас телепортируют на уровень 555 по совместительству рай. И скажу так, если проходили синий канал в ТБР, то для вас здесь нет ничего нового. Я даже больше скажу. Далее до выхода мы получаем концовку с точно таким же монологом, как в ТБР. Как по мне, это было идеальное решение перенести этот сегмент в новую игру, потому что уровень рай и уровень синий канал похожи между собой. И скорее всего создатель вдохновлялся этим уровнем. Но это лишь мое предположение. На этом мы и закончили с уровнем 0.5. Теперь переходим к первому уровню. Странно знакомый бассейн. Считайте это место как уровень 37. У него есть 3 выхода. Давайте начнем с простого. Блуждая по бассейнам, можно наткнуться на темные коридоры. Зайдя в них и походив, мы получим концовку, где нам твердят, Что мы потерялись. а теперь переходим к сложному. Помните, я говорил про речные воспоминания? Та фраза означала, что они в основном обитают на этом уровне, и первым мы можем встретить на этом стенде. Весь в пафосе. Руку поставил. Туфлях, ебать, пакетом. Он словно стоит, как будто главный. Но только речное воспоминание не учло, что бассейны не успели высохнуть и превратиться в уровень 333. А значит, раз стенок нет, значит и бояться не надо. Поэтому мы его легко мансим. Наша цель в этом темном помещении — найти поваленный стул и взять ключ. Попутно убегать от глазастиков. После чего бежим обратно и заходим в такое темное синее помещение. Ищем дверь и заходим. Нам дают концовку. Ну а теперь переходим к вкусному. Эта дверь ведет на подуровень 1.5. Гидрофобия. Мне это
который напоминает немного синий горизонт, особенно пространство с открытым морем. Кстати, здесь есть вход в уютное помещение. Здесь больше всего интересно радио, потому что ничего другого нет, двери не открываются, другой активности нет, но только единое радио здесь. Уйдя с помещения, мы возвращаемся назад, чтобы пойти другим маршрутом. Итак, бродя в конечном итоге, дойдем до выхода, где покажут другую концовку, а вместе с этим мы заканчиваем с уровнем 1 и переходим на уровень 2. Отель Анимои. Но на деле это уровень 188. Странный пустой отель. Структура непонятно выстроена. Весь уровень наполнен джентльменами и едой, что позволяет нормально прожить всю жизнь. И кстати, последняя строчка — это чистая правда. Ведь все концовки на этом уровне построены по принципу Кларка из-за кулисья. Не верите? Ну смотрите, в комнате есть концовка, где главный герой принимает судьбу. А благодаря тому, что джентльмены ведут себя согласно своему прозвищу, то они нас не атакуют, а даже просто станцевать. И когда дойдем до обеденного столика, нам предложат поесть. Хорошо, что это не тот обеденный стол. Я архитектор, блин. Я хочу построить вкусную точку рядом со своим домом, чтобы он работал 24/7 и без перебоев. Она не обязательно оставаться существенным номером 2. Мы можем найти проход на парковку. Уровень 2.5. Считайте аналогом уровня 1. И господи, какой он огромный. Не в смысле, что это большая локация, а в смысле очень все большое. Но это ладно. Недалеко от спавна есть дверь, в которой ведет теплые помещения. Тут мы, кстати, можем получить урон, но пройдя несколько метров, увидим проход с компьютером, где нам дают концовку. Что мы, мол, пытались связаться с миром, но кто-то идет, и поэтому остается гадать, что произошло. Вторым выходом с этого уровня мы сможем найти в таком помещении с подъемом наверх. Нам дают концовку, где рассказывают, что мы вылезли на крышу. Третий выход, который находится в темном помещении с компьютером, ведет на уровень 2.6. А это очень темное место с сущностями, похожие на убогих. Сущность 6. Клоуны. Всегда смеются. Поведение странное и непредсказуемое. Могут быть дружелюбными или нет, но не любят свет и предпочитают оставаться в темноте. Короче, весь смысл туподурни просто бегать с фонариком и избегать тупых болванчиков, пока не придем к лампе, где дадут концовку, несущую в себе смысл, что они тебя не достанут. Отдохни. Все, на этом все. Возвращаемся назад и идем в лагерь. Появляемся в недостроенном доме. И вот этот уровень мне нравится. На тебя капает дождь, ты блуждаешь по темному лесу. А самое главное, на этом уровне нет злых сущностей. Так что можно оставаться и ловить вайбы. Но, кстати, тут есть добрые сущности. Сущности под номером 3. Создатели проблем. И хоть имя у них интригующее, но на деле они безобидные. Это как бабки у подъезда. Сидят на скамейке и все. А потом говорят: Не понимаю. Эти все новомодные, навороченные гаджеты, перегаджеты, не понимаю. но если они вырастут, то их химия будет олицетворять поведение. Кстати, интересный факт. В игре 2 ребенка, а на фотке 3, где другой никто не знает. Из других странностей, то, например, звук входа в песочницу имеет какой-то странный бум, а в лесу есть зачем-то ограничители дороги. Ну это ладно. На этом уровне есть одна концовка. Можно найти скамейку, и главный герой такой: что-то хрустнуло, суставы болят, старость не в радость, надо бы отдохнуть. Вот и концовка, но справедливости ради я его немного понимаю. Я бы тоже, если знал, что тут безопасно, все бы и покачался, смотря на лес, на небо и думая о чем-то. Давайте закончим с бестиарием. Сущность 5. Пожарный выход. Да, это сущность. Прикол в том, что если вы видите пожарный выход, то считайте, вы нашли под уровень. Но не рекомендуется туда заходить, ведь такие уровни могут быть нестабильными и мрачнее оригиналов. Когда-то фанат закулисья останавливало. Но вы думаете, это все? Конечно, так легко я вас отпустил. Последний неизвершенный уровень, это уровень 4. По факту это прародитель уровня -1. И тут даже анимация ходьбы другая. По сути, мы должны просто блуждать, пока не увидим лестницу и не поднимемся наверх. А потом мы попадаем в его перевернутую версию. Это же самый уровень, но теперь оно более бело-черное. И появилась сущность Nextbot. Про него я вам не расскажу, потому что у него нет информации в бестиарии. Поэтому пробегаем мимо него и ищем выход. К слову, выход ведет на уровень 3. Этот уровень не закончен, потому что создатель решил бросить игру. Объяснение я дам чуть позже. Для кого-то игра немой может показаться как унылое говно! Но мне понравилось. В целом есть атмосфера такой загадочности, что ты практически один, у тебя нет выхода, тебе просто надо смириться. Или сделать как Юминик. Мне кажется, на этом и нацелена игра, чтобы ты походил, словил вайб и ушел. Я даже больше скажу, мне эта игра больше понравилась, чем некоторые игры из списка топов, даже больше, чем выживание в лесу. Но теперь мы переходим к самой The Backrooms Redacted. Но начнем, пожалуй, не сразу с игры, а с того, что я должен был сделать еще в первом видео, а именно с литературы 11 класса. Знакомьтесь, Шида, или Чейн, или Фиакодена, или Мэг, или закулисный Кодзима, мать и отец двух игр. Родился 9 февраля, и по национальности он бразилец. Создал первую игру, как вы помните, 14 февраля 2022 года.
года. Однако через месяц Шида прекращает выпускать обновления, потому что недавно 7 января 2022 года Кен Парсонс выпускает свою короткометражку по закулисью, и просто у всех срыват бошки. Закулисье хапится, фанаты радуются. Поэтому чем видя все это такое? Давай по новой, Миша, все хуйня. И решает создать новую игру. Ну, по крайней мере, это мое предположение. Мэг мог просто сменить идею и все. Тем не менее, под хайп или нет, сменить подход был правильным решением. Видите популярность? Еще к его характеристикам может отнести, что он прислушается к мнению сообщества и спокойно воспринимает критику. А также, как гласит Вики, он добавил питомцев ко Дню Святого Валентина, когда обновление затягивалось, и открыто заявил, что критика допустима, когда предлагал ввести платный пропуск. И еще любит время от времени менять свой аватар. Также он посмотрел много аниме, что, кстати, видно по игре. Одна из его любимых серий игр является Silent Hill, и даже признался, что нарушал свой рабочий процесс, потому что поиграл в Silent Hill F. Понимаю его. Если вышла игра по моей любимой серии игр, то пошел играть сразу, либо закончил все дела, чтобы я играл не думая ни о чем, кроме игры. И забыл упомянуть, он говорил, что если Roblox отключится, то он постарается любым способом вернуть игру. Да, конечно, я читал всю информацию с фанатской Вики, но информация в последний раз менялась 30 сентября 2025 года, так что я думаю, это правда. К биографии мы еще вернемся, а пока что переходим к обновлениям. Сразу скажу, что разбирать мы будем сначала до негативного, и то подробно буду говорить про изменения, то есть то, что и так уже есть в игре и не менялось, я говорить не буду. Может, вскользь упомяну, но не более. А теперь приступим. Начнем с альфа-версии. Я сам придумал название, потому что в Вики об этом нет ни слова. Смотрите, в версии 1.0 написан список изменений, где убрали уровень 4.4. А если что-то убрали, значит до этого было. Потом в том периоде будет трудно говорить про какие-то версии. Ну что точно известно, с чего начиналось. Как бы есть первое видео самой первой версии игры. И представьте себе, оно от разработчика. Недавно, когда я придумал сценарий к этому видео, то подписчик Артем Минин словно прочитал мои мысли и скинул мне ссылку на видео. К слову, и до этого мне кидал видео о старой версии игры, за что ему огромное спасибо. В последней ссылке было что-то интересное. По его словам, это первая версия игры. Я его поблагодарил и решил посмотреть. Оно было на португальском, и голос очень знакомый. А вот у меня снило, это и есть создатель. Понял это я, во-первых, потому что в этом видео рассказывается про разработку игры. Явно видно прочерки ТБР. А во-вторых, канал имел название Шида. В-третьих, главное доказательство — это сам никнейм Фиаго Дено. Все это давало стопроцентный гарант, что это создатель. В общем, снова возвращаемся к биографии. Ненадолго. У Шида есть первый YouTube канал. Создал его 26 февраля 2012 года. Однако первое видео выложил 2 сентября 2017 года. И так потихоньку, помаленьку он начал пускать видео, пока не выпустил то самое видео с игрой, где, как мне кажется, он выбрал себе другое хобби. Решил больше заниматься игрой, чем над видео. Что уж говорить. Последнее видео было 8 месяцев назад, и оно про Silent Hill F. Я думаю, понятно почему. А в основном видео он больше рассказывал, как создавал игру. Что в духе Фанси, который делал свое первое видео. Благодаря видео Мэга видно, что нулевой уровень раньше имел рисунки. На первом уровне Смайлер был не таким монстром, как сейчас, а как в оригинальной Вики и так далее. И поэтому на таком видео я ставлю плашку Альфа Билд. Теперь идем дальше. В периоде с Альфа до версии 1.0 сказать трудно, но склоняюсь, что на этом периоде было где-то меньше 30 уровней. Что могу точно сказать, так это раньше была бактерия в этих ямах. При ее касании она телепортировала на уровень конец. И еще тогда были уровни по типу дымчатой серии и 4.4. Давайте их обсудим, благо видеоматериал есть. Дымчато-серый имел только 5 подуровней, но 0 был просто плоской поверхностью с лесом. Причем интересно вот что, можно выживать ночью, даже вы увидите сущность. Реворки же убрали в принципе ночь и добавили касцену. Уровень 1.1 в целом по смыслу не отличается от реворка, просто реворк красивее. Я об этом приколе позже скажу. Уровень 2.2 по сути похож на 0.0, а от реворка отличается только тем, что выход через часы, а не через ангела. На 3.3 уже поинтереснее, ведь мы появляемся сразу в лодке, и мы должны с помощью нее добраться до часов. Но реворк лучше. В реворке там мини-схватка с человеком, где надо взять часы и убить оппонента, а потом доплыть до острова и коснуться часов. 4.4 это скажет хождение прямо, и мне кажется, я знаю, откуда вдохновение было, но об этом потом скажу. Дойдя до конца, мы делаем клип через куб, и вот что здесь интересно. Тут мы со стопроцентной вероятностью можно сказать, что Майк выжил, а в реворке в этом можно лишь теории строить, ну и все, что можно поговорить об дымчато сером. А теперь он куда более интересному. Чтобы попасть на уровень 4.4, нужно было на уровне 4 найти тело и сделать ноуклип, после чего попадаем в какое-то кровавое месиво. Смысл этого уровня в том, что он сводит странников с ума и пытается заставить убивать других людей. Чтобы сбежать, надо найти опять тело и сделать ноуклип. Ну, в целом, я и не удивлен, что удалили. Мало того, что Roblox бы сделал а-та-та, так еще весь смысл этого уровня — это резня. Но он реально слишком кровавый. Но некоторые игроки хотят, чтобы вернули, и на этот счет есть интересная фраза от Шида. Как-то раз я сказал коллегам: жду, когда люди поймут, что уровень 4.4 на самом деле никогда не был хорошим, а вернуть его хотят лишь потому, что его убрали. И вот недавно я нашел способ вернуть этот уровень. И знаете что? Я оказался чертовски прав. И честно, я не понял последний
последнюю фразу. Чего он оказался прав? Что уровень вернули? А игроки сказали хрень? Может я тупой? Или это такой бразильский юмор? Ну или фраза Вики вырезана из контекста, из-за чего смысл потерялся? Просто как я знаю от некоторых людей, до сих пор просят вернуть этот уровень. Или получается, что уровень удалили, потом вернули, а затем удалили, и все равно просят. Ладно, надо скажем так, эпохой Альфа-билда закончена. Теперь переходим к обновлениям, по которым точно известно, что было добавлено. Версия 1.0. И помните, я говорил, что есть проблема в обсуждении изменений. Вот в чем проблема. Большинство изменений просто уровни становятся более краше, а смысл не меняется вообще. Ладно бы там геймплей менялся, правила, но нет. Вот, например, уровень 26. Чем же, интересно, отличается от реворка? А все так же, реворк красивый. Да, там NPC появился, можно рыбачить, и раньше был лабиринт. Ну блин, растягивать видео и говорить об каждом уровне, о каких-то мелких, вот малюсеньких изменениях как-то не хочется. Ведь это все можно просто объединить в одно смысловое предложение. Уровни просто становятся красивыми. Но это я говорю не про все уровни. И вот такие изюминки мы сейчас разберем. В общем, на этой версии вышла вот стойк. И расширили негативные уровни. Вот с них и начнем. Давайте вкратце. Уровень минус 0 был, ну скажем так, не очень красивым. Высокий, да непонятно зачем потолки, какие-то стены. В общем, в следующем обновлении этот уровень улучшили. Минус 1. Уровень по сути не отличается от итоговой. Только в реворке больше выходов. Минус 2 вообще не имел синих коридоров и выходов в фиолетовые лабиринты. А еще содержал улыбающегося. Минус 3 уровень. Вот это уже интересно. Раньше это была тупая лестница, как тот самый SCP-087. Ну и по сути все. Потом заменили на зеркала. И это было лучшим решением. Минус 4 просто короче, чем реворк. Но тут уже есть Ника. И судя по тому, что Шида смотрел аниме, он решил, скажем так, гуманизировать некоторых сущностей. Потому что, а почему бы и нет? Хотя бы один аргумент, почему бы, сука, и нет. Минус 5 уровень. Кроме того, что их на негативных хаб отсутствует, и то, что нет никакой ямы, нет ничего интересного. Минус 6 уровень раньше представлял собой такое помещение, где стрелка показывала путь, но там была ловушка, а нужно идти по другому направлению. К слову, Джей еще не придумали, и раньше вместо кашекарта была смертомоль. Минус 7 уровень вообще изи. Залезь сзади дивана, достань ключ, открой дверь и сбеги. А Скример Джо не представлял собой картинку со Теперь переходим на уровень 94. По сути, все схоже с реворком. Только в реворке убрали одну сущность, а это компенсировали увеличением спавна монстров. Раньше в домах можно было прятаться, а король раньше был человеком, и босс файт был другим, где нам дают пистолет, и мы стреляем в него. На этом все. Теперь уровень 3999, как по мне, самое интересное. Раньше тебе не давали листок с заданиями. Раньше там была PvP-арена, где мы приходили, нам давали оружие, и мы били тусовщиков в стиле Потом фармили деньги и покупали ключик, а концовка представляла собой вообще скукоту. Тупо черный экран с надписью. Не, на то время было норм, но зная, что в будущем будет, то я просто рад, что изменили катсцену. В этом же обнове добавили систему питомцев и друзей. Я не знаю, что это здесь значит. Ну ладно, изменили и бонусную комнату. Наверное, там питомцев добавили. И поэтому написано реворк. Но я не просто так упомянул этот уровень. Смотрите, раньше можно было найти компьютер с сущностями, а на стене висел постер с капибарой. И тут начинается время охренительных историй от туриста, где информация на уровне «Поверь мне, брат». Короче, дело было в этом году. Я от скуки посмотрел игры Шида. Там была бонусная комната. И прикиньте, у меня был компьютер и постер капибары. Спросите, как? И последняя обнова была 26 апреля, и игра создалась 26 апреля. А я сам не знаю. Может, раньше была прям старая версия, потом удалили и добавили новую. Но какое точное подтверждение в моей голове, так это то, что в сценарии моего первого видео была строчка, что пройдя уровень восклицательный знак, Майк попадает не в новую бонусную комнату, а в старую, где там и находит постер капибары. Но когда я пришел собирать футаж, то нету, и все. Но либо меня уже пора отправлять. Какую психушку? Вы чё, угораете, что ли? Это вы кого вызвали? Вы чё, угораете, что ли? Стоп, кто этот человек? Знакомьтесь, Зодекс или Войд. Он родом из Польши. Шида нашел его в том периоде, когда были проблемы со скриптами. Да, до этого он сам все делал. Ема легенда. Войд является правой рукой Мэга, помогает с сущностями и дизайном уровней, а также не любит горки на уровне 0. Наверное, ему это напоминает на те самые видео. А еще не любит ненужные выходы в рандомные уровни. И время от времени любит зайти в игру и потроллить стримеров, чтобы их ликвидировать и поставить как трофей. А это все. С того момента они уже работали вместе. Возвращаемся к версиям. Отдельно я хотел бы быстро поговорить про уровень 119. Раньше его вообще трудно было называть заброшенным аквапарком, ведь было окно, где видна горка, а дальше был просто тупо коридор с горками. Но на этой версии точно все. Потом еще вернемся к другим уровням. Версия 1.1, и в нем довольно вот столько. Давайте быстренько обсудим. Меньше половины здесь и по сей день не менялся от слова ни хрена. Добавили Blackout и Whiteout, которые изменят в новом обновлении. Уровень минус 0 наконец-то выглядит по-нормальному. Уровень минус 3 теперь зеркала. Уровень веселья не менялся с
этого обновления до сих пор. Да, там я вижу реворк других уровней, но дело в том, что опять построено в одни ворота. На уровне 4 другой ковер, на 7 уровне начальный дом был больше. Единственное, на первом уровне нужна была ключ-карта, чтобы попасть на уровень 2. А на уровне 69 игрок был тупо заперт в машине, а любой выход с нее заканчивался смертью. Так что давайте просто продолжим. Версия 1.1.1. Вот тут добавлено мало. Но давайте вернемся чуть назад. Видите, тут добавили уровень Отель Чейз. А про уровень социальный знак я не говорил. Смотрите, этот уровень был мрачным, и на вас охотилась PNG картинка. В конце мы видели не картонку Фиби, а саму ее. А если мы хотим считерить, то мы должны были войти налево и спрятаться. И честно, это больше похоже на читы, чем спрятаться в шкафу. Но это ладно. Добежав до начала, мы выдали на уровень 1004. Но мы могли ходить, а войдя в темное помещение, мы видели, кому вы думали? Хелли. Она постояла и говорила по типу: Ты будешь страдать вечность. не, я не спорю. Майк и Хелли находятся одни в темной комнате. Это действительно страшно. Но мне нравится не это, а то, что именно из-за ее появления можно уже говорить, что этот монстр с глазиком это и есть Хелли. И в этом же видео можно видеть еще более старую бонусную комнату. И это единственное действительное упоминание об этом уровне. По крайней мере, я других не нашел. Теперь давайте обсудим старый 404 уровень. Но только быстро. Поскольку раньше сюжет, скорее всего, не прям сильно задумывался, а про Алису Ривер вообще, наверное, и не думали, то старый 404 уровень Это скажет поломанные воспоминания наших хождения. где мы можем видеть сущности, которых встретили по пути, а диалог представляет собой описание уровня из Вики. Тем не менее, дойдя до конца, мы попадаем в такой белый лес, а вдалеке мы видим ту самую структуру, где стоит Гай, и на этом уровень заканчивается. По моему мнению, реворк здесь лучше, потому что он показывает ту самую сломанную структуру, а старая версия, это будто мы на острове находимся, и в целом можно жить. Тем не менее, есть еще радостное событие перед выходом нового обновления, а именно приблизительно 15 октября 2023 года игра достигла 1 миллион посещений, что не может не радовать. На этом все, что я хотел обсудить. Переходим еще дальше. Версия 1.2. Neon Update. К этому моменту Шида переоборудовал свой второй аккаунт под трейлеры к игре и выпустил трейлер неонового обновления. И добавили до хрена, из которого чуть больше половины не изменится до сих пор. Ну что? Минус 8 уровень отдаленно напоминал на отель. Благо реворк исправил. Минус 9 уровень был тупо коридорной локацией. А минус 10 уровень я бы назвал плоским миром в Майнкрафте, но с декорациями. Уровень 6.1 был вообще маленький дом. Ну понятное дело, Коллев только развивается. А еще тут был человек в зеленой шляпе. Уровень 231 и 389 мало от реворка отличаются. Только они просто хуже. И добавили уровни 513, 514, 699, 598, 599 и бэкрум. Но тут обновили уровень конец и ту самую лестницу. А значит, пора поговорить о старых концовках. В старой плохой концовке мы попадали в нулевой уровень, но на тебя нападает бактерия, а мы должны добежать. А потом мы попадаем в свой же дом. Скорее всего, это фальшивая реальность, потому что выход с него показывает лестницу вниз, а потом телепортирует в бонусную комнату. А старая хорошая концовка более радостная. Мы попадаем в Front Rooms, где мы можем ходить. Идя по тропинке, мы доходим до дома, где видим маму и сестер Майка. А вот это прикольно. Не знаю, походить по реальному миру это круто. Но новая касцена будет дать более правильную концовку. Сейчас объясню. С момента прихода Войда в игре началась чистка лора. Ну не прям сильно. Скорее всего, начинали делать более организованно, чтобы не вышло как с FNAF, где никто не знает сюжет, а удочки кинули, но не клюнули. И это правильное решение. В этом обновлении еще обновили бонусную комнату, как раз до такого уровня, как сейчас. Но судя по тому, что реворков больше не было, теперь переходим к пику The Red Update. Тут добавили сломанный уровень, пустоту, ошибку, алый лес, земля обетованная. И переработали уровни Отель Чейз, уровень восклицательный знак. То самый легендарный музык. Скорее всего, на этом моменте Шида познакомился с Даппер Хаски и попросил его, чтобы Чейн мог использовать его музыку, плюс написать музыку к алому лесу. Но человек в шляпе согласился. Если говорить, что потом изменится, это уровень 0.11. Какой-то темно-зеленый лабиринт, где сильно, судя по всему, сделаны из Ядерного топлива. Но по моему мнению, главное здесь не только уровни, а лор. На уровне Алый лес есть Киото. И судя по всему, что базы Биг еще не было, это первое ее упоминание и появление в самой игре. Уже видно, как начинается прописывание главного героя. Но Киото не самое главное здесь, а первое упоминание зеркальных, Рейнера и Клейса. Причем Клейс из Вики. Вы думаете, что только Red Update был пиком? Хрен там плавал. Мегала Апдейт, Part 1. Тут добавлено не прям много уровней, но тут не важно сколько, важно качество. Из реворков интересно только 94, 69, остальные просто в них улучшили качество и добавили пару NPC. Или изменены выходы. Например, уровень 974 раньше имел вообще другой выход, а сейчас надо дать плюшевую игрушку Китти, что она тебя погладила по головке и отправила обратно. Здорово! Сказочный дом.
Уровень 69 теперь получил целую боевую сцену, превратив в какой-то форсаж за кулисье реальности. Уровень 94. Вот тут уже очень интересно. Перед обновлением, где Мэг немного отсутствовал, сделали голосование. Кто будет боссом? Puppet Master, God of Toys, Colorophobia. Puppet Master сам является марионеткой, который контролирует других марионеток. Его мотивация — превратить всех своих марионеток, если те входят в его замок. God of Toys — это игрушка, которая может контролировать своих подданных. Мотивация неизвестна, только издает мультяшные звуки. Colorophobia. Клоун, причем отсылка на первую игру. Мотивация — принести страх и радость. И само собой победил клоун, что круто. А что касательно реворка, теперь нельзя заходить в дома, а босс-файт уже не представлял собой использование оружия, а направить клоуна в зеркала. Что, кстати, лучше, ведь теперь появилась тактика, а не закликивание. Ну, наверное, одно из самых вкусных — это уровень Fun Plus. Тот самый, но про него вы уже в курсе, поэтому говорить не будем. Дальше Мегала апдейт в порту. Кстати, я забыл сказать, что после красного обновления все последующие крупные обновления будут выходить очень долго, чуть ли не больше полгода. Но обижаться не надо. Во-первых, качество охренительное, а во-вторых, ходит игру только 2 человека. Плюс между неоновым обновлением и Мегала обновлением появился еще один, Омега. Но особой информации о нем нет, кроме того, что он хорошо пишет скрипты и фиксит баги. А что касательно обновления, то контента добавили чуть больше, чем в прошлый раз. 46 и 50 уровни, Дон Киота, Redacted. Обновили дычно серый. Ой 6.1 теперь не выглядит двухкомнатной квартиркой. Но самое главное, это уровень 3999, где вместо черного экрана с текстом добавили 2 катсцены, в зависимости от того, получили ли вы концовку Биг или нет. Ну, конечно же, саму базу Биг. Стоп, мне кажется, я не рассказал про старую концовку Биг. Ну, во-первых, After Party раньше представлял собой одну комнату, где Капибара ходила туда-сюда, а катсцена была меньше, чем реворк. И как будто диалоги были сухими. Ну, как сказать, по сути то же самое, но как будто ты пришел на собеседование. Ой, ты упомянул Фиби, она злая. Не верь ей, это странно, но Капибара является на грани вымирания. Ну слушай, у тебя в целом есть опыт, мы рассмотрели тебя и готовы принять в команду. Но тут можно ходить, и в ящиках находятся документы. Это просто напомнило мое первое видео, где я начал разносить теорию про синдикат. Я, кстати, нашел подтверждение, что я не сошел с ума, и синдикат действительно был. Там я думал, ну и же не выдумывает информацию. Если он и говорил, то на что-то ориентировался. Так вот откуда вдохновение он брал. Раньше, походу, что было похоже, но игроки начали додумывать, из-за чего появилась дезинфа. Ну это ладно, так просто лирическое отступление. В новой катсцене там уже более по-живому сделано. И тут уже есть проблески на будущее обновление, а именно Алиса, Ривер и уровень 404. Дальше я бы хотел обсудить один прикол, связанный со вкладкой Resources. Я там просто увидел Момо и дату отправки сообщения. 31 марта 2025 года. Может быть, для алдов это норм, но для новых игроков, в том числе и для меня, это просто нонсенс. То есть получается, зачатки сюжета уже в голове создателей. Нет, понятное дело, что они есть, но то, что уже делаются модели, это намекает на то, что могут делать обновления наперед. Ну да не прям сильно, чтобы не нагружать себе. Но все равно это круто. Ладно, теперь переходим к обновлению, которое очень понравилось одному человеку. Фишинг апдейт. На этот раз меньше времени прошло, аж 4 месяца. И на первый взгляд добавили мало. Ну что там, 4 уровня и 1 реворк уровня. Но принеся в игру один предмет, было очень много. И самое важное, реиграбельность. Нет, не поймите меня неправильно, реиграбельность и до этого была. Но удочка принесла еще больше этого. Вы просто поймите, что теперь на некоторых локациях с водоемами можно рыбачить. И даже есть целый бестиарий. Но это не только самое важное. Еще добавили синий горизонт, красивый уровень, который привнес больше лора. Про рыбака и про Филию. Я думаю, фанаты были в восторге. Но это так, была затравочка. Теперь переходим к следующей версии, которая изменила подход к обновлениям. Digital Update. Вот это поистине стало феноменальным. Целое сюжетное обновление, где прекрасно все. Ты буквально будто в сюжетку поиграл. Говорить много не буду, потому что и так уже всем известно, что там. Ну так скажу, людям очень понравилось, а значит это предрешило судьбу следующих обновлений. Через 2 месяца выходит мини-обновление, где, наверное, самое крутое это пародия на Дурс. Мне кажется, он вывез благодаря другим концовкам, которые просто веселые. Но теперь самое вкусное. Negative Update. Смотрите, прошлое крупное обновление народу зашло, а раз зашло, значит надо продолжать. Но дальше вы уже знаете, обалденный сюжет, суперские уровни, классные персонажи и так далее по списку. Серьезно, это просто звездец какой классное обновление. Но помимо этого также переделали иконки, и это реально стало лучше. Но на этом марафон обновлений закончен. Про Nation Make Believe и так известно. Что могу сказать? За всю историю обновлений игра проделала долгий путь. Как говорится, даже если не умеешь писать скрипты, даже если сложно и муторно, если захотеть, можно многому добиться. И на этой прекрасной ноте я и хочу закончить видео. Хороших выходных. Протри глаза, зритель. Тебе хуйню всякую показывают, а ты в это веришь.
Ладно, я шучу. Видели хронометраж? Это еще не все. В дискорд-аккаунте разработчика можешь увидеть плашку «Любимые игры». И там Юминики. Что ж, давайте мы и про нее поговорим. Эту игру создал японский разработчик под псевдонимом Кикияма. А игра вышла 26 июня 2004 года. Я думаю, что половина из вас, кто смотрит это видео, даже тогда еще не родились. Но в 2018 году состоялся официальный релиз Steam. О чем эта игра? Это, скажем так, игра про сны при температуре 40 градусов. Главная героиня засыпает у кровати и появляется в странном месте, где много дверей, и на этом начинаются приключения. Вы будете путешествовать по различным уровням, собирая различные вещи, и мне кажется, вдохновение что-то было. Если взглянуть на анимою и на ТБР, особенно на старую версию, то тут можно найти много общего. Вспомните, с чего анимой начинается. С того, как главный герой просыпается, и комната почти похожа с Юминики, а старый под уровень 4.4 имеет почти ту же структуру, как один уровень из Юминики. Вообще, эта игра содержит элемент лиминального пространства, и, разумеется, можно было вдохновиться. Ну а чем же заканчивается Юминики? Сделав все дела, главная героиня просыпается, уходит на балкон и прыгает. Разумеется, такое осуждаем, но это вот такой конец игры. Грустный и несправедливый. Вы, наверное, думаете, зачем я сменил идею с Lost Media? Рассказывание прошлого. Мне просто кажется, что все три игры похожи. И если Юминики не прям сильно, то аниме и ТБР да. В чем смысл аниме? Ты идешь, находишь что-то, сбегаешь, получаешь концовки. А в ТБР разве не построено по такому же принципу? Да, там есть сюжет, но некоторые элементы прям похожи. Например, Синий канал. Мы по сути то же самое делали. Идем, находим, сбегаем, получаем концовку. Но в чем ТБР далеко зашла? На персонажа. Аниме имело своих персонажей, которых придумал сам Мэг. А в ТБР, да, персонажи некоторые придуманы. Но из Вики тоже есть. И у всех персонажей своя химия между собой. Это не просто персонажи, которые находятся на уровне, и мы о них забыли. Потом еще вспоминают на других уровнях. Но все раскрутило не только это, а то наличие необычной идеи, а именно углубиться не на хоррорной составляющей, а на сюжете и геймплее. То, что в других играх по закулисью нет. В Backers это большая игра. Играя в нее, ты будто играешь в большой проект. Но этот сам проект изначально был сделан одним человеком, а затем пришли другие люди. И все равно команда не прям большая. Это буквально жемчужина, которая не просто достойна находиться в Роблоксе, А на прилавках в магазинах, там где диски покупают. И жалко, что у игры не самая большая популярность. Она реально заслуживает больше.